Привет, друзья! Миран на связи. Периодически мы сталкиваемся с таким явлением, что любимые нами музыканты вдруг начинают отклоняться от привычного жанра, чем вызывают волну негодования в среде закостенелых поклонников. Бывает, что группа лишь слегка привносит в свою музыку новые веяния, а бывает, что стилистика буквально переворачивается с ног на голову. Уроды, пустите меня! Из-за твоей гривы нас за версту видно. Зачем резать? Я бы хвостик заколол. Метаморфозы музыкальных жанров. Сегодня на Metal Music Madness. Что ж, сегодня мы будем рассматривать стилистические изменения в призме родного нам отечественного региона. И начнем мы с города Таганрог. И тут уже вполне очевидно, про кого мы поговорим для начала. Нельзя сказать, что метал-сцена в Таганроге уж очень обширная, но для многих она вполне четко ассоциируется с монстрами локального андерграунда – Illidians. Вообще, слово «локальный» уже давно не вяжется с творчеством группы Illidians. Позже мы к этому вопросу еще вернемся. Коллектив появился в 2000-м под именем Скард, ну а отправной точкой жанровых метаморфоз стал Black Metal. Такой мелодик БМ, симфа, в общем, не капитальная ненависть. За первые 4 года они записали несколько демок, а потом из-за внутренних изменений им пришлось сменить название. Так и появилась, собственно, группа Illidians. Дебютный полноформатник коллектива Insane Meteorist to Demise продолжил линию первых работ в виде блэка, а уже на втором альбоме Nexeon наметились некоторые изменения. Мало того, что в музыке появился чистый вокал, клавиши, сэмплы, так еще и обложка как бы намекает. Ну а к концу нулевых с выходом EP Synthetic Breed и мощнейшего полновеса Damage Theory окончательно сформировалась нынешняя стилистика группы. И словосочетание Cyber Metal, мне кажется, здесь весьма оправдано. С этого момента Illidians стали разрывать колонки тысячи слушателей с саундом безумно высокого уровня. Качество звука стремится к бесконечности, и, что особенно радует, в песнях присутствует сокровенная хитовость. Неизменный костяк группы состоит из двух музыкантов – Артема и Дмитрия Шкурина. Они братья. Принимая во внимание этот факт, многие поклонники отложили изрядное количество стройматериала, когда группа Illidians в сентябре 2011 попала в ДТП. Но благо судьба Decapitated обошла их стороной, и все вышли оттуда живыми. Ну а теперь о локальности. Группе из такого небольшого города удалось, что называется, пробиться. Их релизы получают высшие оценки ведущих изданий, песни попадают в ротации радио и музыкальных порталов по всему миру, а недавно они подписали контракт с японским лейблом Wavemaster. В общем, отличный пример нашим музыкантам. Из личного опыта могу вспомнить какой-то ночной гиг в Москве, где я играл в составе суицидальных ребят The Suicider, ну а Illidians, естественно, были гвоздем программы. Ну и во время саундчека ребята решили сыграть тогда еще не выпущенный кавер на Гуана Эйпсовскую Open Your Eyes. В общем, такого кочевого и впечатляющего саундчека я еще не встречал.
Но теперь поговорим о более традиционных вещах. Вообще, если бы меня спросили, какой жанр тяжелой музыки наиболее устойчив к изменениям, то я бы сказал, это что-то с приставкой Pagan. Музыканты, избравшие это направление, как бы по определению должны придерживаться традиционных взглядов. Однако и в их творчестве случаются внезапные повороты. И один такой поворот случился однажды в творчестве украинской группы Крода. Крода — это ярчайший представитель украинской, да и мировой, чего уж там, Pagan Black сцены. Коллектив этот был сформирован в 2003 году и изначально позиционировался как студийный проект, состоящий из двух участников – Эйзенслава и Витерс Гира. Не углубляясь в особенности записи каждого альбома, можно представить роли дуэта следующим образом. Эйзенслав – написание лирики и вокал, Витерс Гир – инструментальная часть, включая различные народные инструменты. Таким составом было записано 3 альбома, издано на CD, виниле, кассетах. При помощи сессионщиков отыграна куча концертов по всей Европе. В общем, Крода намертво закрепилась в авангарде пэган-сцены. Но в 2010-м случился тот самый поворот. Причем Крода как была, так и осталась. Просто пути основателей коллектива разошлись, и Витерс Гир решил попробовать себя на новом поприще – Folk Industrial Metal. Не, ну вообще в музыке Витер, Tech Industrial не особо к месту. Из этого направления позаимствована лишь некоторая прямолинейность и маршевость рифов. В новом коллективе Юлиан Мицек сложил в себя всякие гитарные полномочия и сконцентрировался на всяческих народных инструментах и впервые на чистом вокале. Многих true ребят, конечно же, обескуражил такой резкий уход Юлиана от Блэка. Но если музыка стала легче, это еще не значит, что она плохая, а Витерс Гир изменник. Просто человек любит эксперименты и творческий поиск, который, видимо, только начинается, ведь совсем недавно Юлиан объявил об остановке деятельности Витер. Ну а Эйзенслав и не думал останавливаться. В 2011-м выпустил мощнейший альбом «Чернотроп», укомплектовал Кроду музыкантами и продолжает свой неумолимый музыкальный штурм. С планами Эйзенслава сейчас все понятно. Точнее, судя по его интервьюшкам, очевидно, что он будет делать такую музыку, какую захочет, тогда, когда сочтет это нужным. Ну а Витерс Гира хотелось бы подбодрить. В арсенале этого товарища было много разнообразных проектов. Хотелось бы, чтобы он нашел применение своим турбо-навыкам и вскоре порадовал слушателей очередными музыкальными свершениями. Ну а наши последние сегодняшние гости являют собой пример уж совсем безумных музыкальных метаморфоз. Это вам не на шансон с Пилигрима перейти. Еще одна украинская команда способна удивить самых искушенных любителей экспериментов – Семаргл. Ну, чтобы не мучить вас недомолвками, сразу обозначим пункты А и Б в творчестве Семаргл.
группа начинала с такого, но сейчас играет вот это. Ну, обо всем по порядку. Sea-Margle записали первые два альбома на польской Hertz Studio. И это объяснимо. Всем известно, в какой стране умеют мешать Black с Death'ом. Эти работы и третий полновес Manifest выдержаны в одном стиле и теперь уже с трепетом вспоминаются любителями творчества группы. С выходом четвертого альбома Ordo Bellicticum Satanas в музыке Sea-Margle начали появляться небольшие, но уже несовместимые с жизнью True Северных Воинов изменения. Это был уже не бодрый Black and Death and Black, а вполне себе определенный Black and Roll с периодическими вставками чистого вокала и кислотных сэмплов. Но Sea-Margle решили не останавливаться на достигнутом и еще дальше углубились в изучение, скажем так, мейнстрима. А результатом стал сингл, который мог вызвать лютую попу-боль у любителей Attack on God и прочих сатаногенезисов. А название сингла доставляет «Так, курва». Вслед за синглом вышел альбом с говорящим названием Satanic Pop Metal. Ну и этот тег ожидаемо закрепился за Sea-Margle. Но тем не менее музыка все еще оставалась тяжелой, хоть и в несколько непривычной форме. Ну вот мы и подошли к последнему на данный момент Sea-Margle'скому релизу. Трудно придумать наиболее тотальный антипод их первым работам. По музыке, обложке, названию. Он называется Love. Думаю, вы представляете, какой общественный диссонанс вызвал этот альбом. Конечно, этот релиз нельзя до конца считать электропоповым. Наличие небольшого количества гитарных партий позволяет этому альбому держать при себе тег «Молкор» или что-то вроде того. Ну да к черту эти штампы. Если вы хотите вброса, слушайте Love. Хотите старого Sea-Margle? Ну так у Руторпа, лидера группы, есть одноименный сольный проект, продолжающий те начинания. Мне кажется очень вероятным, что вы как-нибудь за пивом расскажете другу о тех осатанелых блэкерах, которые внезапно заиграли попсу. Но в таком случае Sea-Margle сделали все правильно. Что мы имеем в итоге? Illidians, чья смена стиля определенно хорошо сказалась на популярности группы, Крода, которому удалось сохранить лицо при неслабых изменениях внутри коллектива, и Sea-Margle, которые преобразились ну просто пиздец. И не проходите мимо, абсолютно все свои мысли, тонны любви и ненависти к нашим сегодняшним гостям оставляйте в комментариях под этим видео.
Также хочу напомнить, что с недавнего времени в каждом номере журнала Rockcore публикуются интервью с героями выпусков Metal Music Madness. В последнем номере с этими неизвестными ребятами на обложке вы найдете интервью с группой Persuader, той самой из самого первого выпуска МММ. Ну и конечно же, ставьте лайк, если вам было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно нажимайте на кнопку «Рассказать друзьям» ВКонтакте. С вами был Миран. До связи.